Привет, мои дорогие тельцы! Это Таро-прогноз на август 2022 года для вас. Сейчас мы посмотрим общие энергии месяца, а затем отдельно рассмотрим финансовую сферу и сферу личных взаимоотношений. Также смотрите этот Таро-прогноз, если у вас Луна находится в Тельце, особенно если вы родились ночью, или ваш асцендент находится в Тельце. По знаку асцендента вообще очень ярко могут проигрываться все прогнозы. Так, выскочила у нас одна карта, сейчас я договорю. И вы можете пересмотреть Таро-прогноз на июль по знаку вашего зодиака, по знаку Солнца, по знаку асцендента, по знаку Луны и посмотреть, что же вам больше всего откликнулось, какие события больше происходили, и вы поймете, что же вам очень важно смотреть. Я всегда обязательно смотрю по знаку асцендента в том числе. Итак, выпала у нас карта Император, она сама выскочила, что-то хочет вам сказать. Это у нас старший аркан, и старшие арканы– это карты очень важные, это события очень важные, это события не ежедневные и которые могут влиять вообще на ход жизненных событий ваших. И эта карта у нас говорит о том, что какой-то император, человек с такими качествами, как властность, целеустремленность, человек, который очень серьезный, фундаментальный, человек, который имеет уже богатый опыт за своими плечами, возможно, какой-то управленец, будет влиять на ход жизненных событий в августе месяце. Если говорить о личности, то это могут быть люди. Это может быть ваш супруг, если вы девушка, это может быть также руководитель, это может быть отец, это может быть вот любой человек, который очень и очень властный, очень и очень авторитетный. Также эта карта может говорить о том, что вам нужно будет проявлять такие качества. И в любом случае это человек, который не будет никому подчиняться. Это человек, он бескомпромиссный. Если вдруг вас ждет новое знакомство какое-то, и человек будет проявлять такую властность чрезмерную, то запомните, что вероятнее всего и в дальнейшем он такой и будет, потому что император, его чужое мнение практически не интересует. Это человек, который властный, это человек, для которого, в принципе, есть только его мнение, и может быть вот немного сложно в этом плане. Этот человек, как правило, будет старше вас по возрасту и с очень большим жизненным опытом, с очень богатым жизненным опытом. И, как правило, это человек, который финансово очень даже неплохо обеспечен. Вот, так, давайте еще дальше посмотрим. Если вам в августе вот нужно будет проявлять какую-то фундаментальность, вы и так тельцы такие люди достаточно стабильные и любите, когда чувствуете землю под ногами, то вот фундаментальность и серьезность намерений проявляется. Также, если это человек, с которым, допустим, который войдет в вашу жизнь, то он будет очень серьезно настроен на вас, на взаимоотношения, если это как-то с отношениями будет связано, и он может надолго остаться в вашей жизни. Так, давайте еще одну карту посмотрим. Шестерка жезлов– это карта победителя, карта триумфатора. В какой-то ситуации вы будете чувствовать себя на коне, вы одержите победу, вы будете у всех на виду, вами будут восхищаться. Поэтому, если вы ожидаете каких-то результатов очень хороших, то эти результаты обязательно к вам придут. Вы не останетесь незамеченными по этой карте. Даже если вы не хотите быть у всех на виду, вы будете на виду, поэтому готовьтесь в августе месяце. Может быть, вас ждут какие-то выступления, может быть, будете какие-то проводить лекции, в каких-то конкурсах участвовать, на какую-то аудиторию выступать. То есть вот будете чувствовать себя у всех на виду и при этом будете горды собой, будете горды обязательно своими результатами. Поэтому обязательно действуйте по этой карте, и вы одержите победу. Так, давайте еще посмотрим одну карту. Шестерка мечей.
А вот шестерка мечей говорит о том, что вы можете отчалить к каким-то другим берегам в какое-то более светлое будущее, в какие-то тихие воды из тех мест, где было как-то волнительно, где, может быть, как-то было небезопасно, вам захочется вот чего-то нового привнести в свою жизнь. Эта карта может говорить о переездах, о каких-то перемещениях, в том числе о смене работы. Может быть, вы какую-то получше работу найдете. А, Эта карта говорит о том, что вот нужно будет совершить какой-то выбор, нужно будет принять какое-то решение, может быть, вы его уже приняли, и куда-то двигаться дальше, двигаться к чему-то новому, двигаться к каким-то другим берегам и, вероятнее всего, с людьми, которые вам очень дороги, вероятно, даже со своей семьей. Вот очень часто эта карта выпадает на переезды. На переезд или, может быть, на путешествие, может быть, вы поедете куда-то в отпуск. Так, давайте еще одну карту достанем. Десятка жезлов. Десятка жезлов говорит о том, что какая-то жизненная ситуация будет вызывать у вас сложность. Вам будет казаться, что очень много обязанностей на вас, что на ваших плечах лежит очень много ответственности. И если вам кажется, то вам не кажется. В августе месяце, вероятнее всего, так и будет. Эта карта говорит о том, что вы справитесь абсолютно с любыми сложностями, которые у вас будут возникать. Как бы вам сложно ни было, вы дойдете к точке назначения, вы дойдете до своей поставленной цели. Поэтому обязательно держитесь и верьте в себя. Также эта карта рекомендует, если есть возможность, делегировать какие-то дела. Если вы можете кому-то что-то поручить, то, что освободит вам немного времени, то обязательно поручайте. Также эта карта говорит о том, чтобы вы проверили сами себя, не слишком ли вы много на себя берете, правильно ли вы оцениваете свои силы, не лезете ли вы в чужую зону ответственности, не взваливаете ли вы на себя какую-то чужую ответственность. Поэтому обязательно расслабьтесь немножечко, немножечко подумайте, не слишком ли много вы на себя берете, не слишком ли вы много сами на себя обязанностей и трудностей возложили, и что вот вам прямо так тяжело идти. Поэтому если есть возможность облегчить свой путь, то обязательно его облегчите. Если такой возможности нет, то обязательно верьте и помните, что вы доберетесь до поставленной цели, несмотря на то, что может быть как-то сложно. Но после того, как доберетесь до этой поставленной цели, все равно оцените, не слишком ли вы много берете на себя обычно по жизни. Так, давайте еще одну карту посмотрим. Восьмерка Пентаклей. Восьмерка Пентаклей – это карта такого кропотливого, усиленного труда. Чем-то вы будете заниматься, будете оттачивать свое мастерство, проявлять свое мастерство. Это уже не начало чего-то нового, это, вероятнее всего, то, чем вы уже занимаетесь на данный момент, и вы будете продолжать заниматься этим, и будете получать за это денежное вознаграждение. Поэтому, если вдруг вы ждете какие-то денежные поступления, то они будут. Ну и эта карта, она вот говорит о том, что вы будете погружены в работу. Может быть, как-то даже сфера работы, сфера вашей трудовой деятельности, она для вас выйдет на первый план и будет важнее каких-то других дел в августе месяце. Вот, может быть, это и будет вызывать какие-то сложности, трудности, но обязательно помните, что как бы ни было трудно, что вы дойдете туда, куда вы идете. Вы получите тот результат, если будете работать над собой, проявлять свое мастерство, оттачивать его, и обязательно все получится. Так, давайте теперь посмотрим, как будет складываться у вас в августе сфера финансов. Смотрите, снова восьмерка пентаклей, точно такая же карта, как и была. Все у вас будет хорошо в финансах, вы будете
получать деньги за свой собственный труд, оттачивая свое мастерство. Хотя по данной карте вы, вероятно всего, уже мастер в каком-то деле. Если вы будете этим заниматься, если вы направите свои силы на свою трудовую деятельность, свое внимание на свою трудовую деятельность, то у вас обязательно будут очень хорошие финансовые результаты. Поэтому с финансами все у вас будет хорошо, но это финансы от собственного труда, вероятнее всего, у вас будут. Так, давайте еще посмотрим одну карту. Туз чаш, это у нас карта, она больше эмоциональная, нежели финансовая, однако она говорит об эмоциях радости, об эмоциях счастья, когда вот прямо эмоции через край. И данная карта, учитывая, что эмоции, вероятнее всего, будут радостные, она говорит о том, что вы будете довольны результатами своей трудовой деятельности, результатами своего финансового положения. Эта карта также рекомендует: если вы планировали начинать что-то новое, то начинайте. Если вы видите какие-то новые шансы, обращайте на них внимание. Новые возможности, обращайте на них внимание. Абсолютно все тузы, они у нас открывают нам дверь во что-то новое, в какую-то новую реальность, дают нам какие-то возможности. Поэтому обязательно обращайте внимание на все, что будет происходить у вас вокруг. Если вы хотели вот стартануть в чем-то, то обязательно стартуйте, вы будете очень и очень довольны, и у вас будет шансов и возможностей немного больше, чем обычно в августе. Так, давайте еще одну карту посмотрим. Умеренность. Старший аркан. Старшие арканы, напомню, что у нас очень важные, которые могут вообще менять ход наших жизненных событий. И карта умеренности говорит о том, что, в принципе, никаких больших изменений быть не должно. Особенно если вас все устраивает. Если же вас что-то не устраивает, то ситуация должна будет как-то гармонизироваться. Но прежде всего очень важно обрести внутреннюю гармонию в себе, обрести спокойствие внутри, сбалансировать и сгармонизировать свое внутреннее состояние, привести в порядок свои мысли, потому что все, что у нас внутри, оно у нас отражается и во внешнем мире. И вот на сферу финансов эта карта говорит о том, что если у вас с финансами все хорошо на данный момент, если вы довольны, то все так и останется. Если что-то вас беспокоит, то очень важно внутри обрести покой и гармонию, и обязательно это отразится и на вашем финансовом состоянии. Обязательно все сбалансируется. Вот так. Давайте теперь посмотрим на сферу личных взаимоотношений, как у вас они будут складываться в августе месяце. Так. Снова император. Посмотрите, как у вас повторяются карты сегодня у нас. Вот был уже один император. Ну что же, вероятнее всего, в вашей личной жизни появится, значит, какой-то император. Эта карта может символизировать, как я уже говорила, отца, супруга, либо человека, который настроен на серьезные взаимоотношения, на какие-то фундаментальные взаимоотношения. А, Эта карта, она говорит о том еще, что а, романтичность, романтика, чрезмерная эмоциональность, она вот с этим человеком не очень сильно будет проявлена, потому что этот человек немного суховатый, такой властный, любит, чтобы все ему подчинялись, чтобы все было так, как он хочет, любит руководить ситуацией, поэтому если в вашей жизни будет появляться такой человек, то здесь уже обдумывайте, рассчитывайте, вам это подходит или не подходит. Вот. Также эта карта, она у нас может говорить о возникновении какой-то стабильности. Если у вас в личных взаимоотношениях присутствовала какая-то нестабильность, вы чувствовали какое-то, может быть, подвешенное состояние, как-то что-то было непонятно, то по этой карте все должно как-то устаканиться, обрести такой серьезный характер и характер достаточно стабильный. Вот так, давайте еще одну карту посмотрим. Ну и вот несмотря на те качества, которые я говорила, что
император, он не очень прислушивается к мнению других людей, то, что для него более важно его мнение, это все происходит, потому что он считает себя таким достаточно мудрым человеком и очень ответственным. Он берет на себя очень много ответственности, поэтому на такого человека у вас в жизни можно будет на него положиться. Такой человек, он очень надежный, он очень стабильный, он всегда держит слово. Для него очень важно прежде всего даже чувство его собственного достоинства, его честь. Поэтому если он вам что-то обещает, что-то говорит, то он так и сделает. И такой человек всегда настроен очень и очень серьезно. Если меня смотрят мужчины, то это может быть и девушка с такими чертами характера. Так, давайте еще одну карту посмотрим. Карта «Дьявол». Это у нас тоже старший аркан. Смотрите, в личной жизни у вас какие-то будут серьезные происходить ситуации, события. И дьявол, эта карта, она у нас говорит о том, эти энергии говорят о том, что будет какое-то искушение в личной жизни. И данная карта рекомендует ни на какие искушения не поддаваться. В чем это может проявляться? Кто-то вам может навязывать свое мнение, кто-то может принимать за вас решения какие-то. Если для вас это не свойственно, если вам это не нравится, то не поддавайтесь ни на какие искушения. Может быть искушение деньгами, кто-то вам может делать какие-то предложения, какие-то подарки, может быть, за которые вы потом будете что-то должны, то лучше их не принимать, если вам неспокойно внутри, потому что потом придется за них дорого заплатить. Вот. И здесь еще также могут иметь место деньги, которые добыты каким-то незаконным путем. Также эта карта может говорить о том, что вечеринки какие-то будете участвовать, в вечеринках, может, куда-то вас что-то будут приглашать, там тоже будут какие-то возникать искушения алкоголем, искушения употребления каких-то веществ. Этим искушениям тоже ни в коем случае не поддавайтесь. И вот что касается личных взаимоотношений, конечно же, карта дьявола, она у нас говорит о зависимостях различного рода, и в том числе о зависимостях эмоциональных, о зависимостях финансовых. То есть вы можете от своего партнера как-то зависеть финансово, эмоционально, вам это неприятно, может быть, некомфортно, когда вы понимаете, что, в принципе, человек может управлять вами и управлять вашей жизнью. Если вдруг вы на себе ощущаете такие оковы, то, дорогие мои тельцы, обязательно начинайте искать способы, как от этого от всего избавляться, если вам это доставляет дискомфорт. И вот у вас было две карты. Восьмерка пентаклей. У вас, как бы вам ни было сложно, у вас обязательно все получится, и у вас будут результаты, у вас будут доходы от своего собственного труда. Вот, и поэтому обязательно от всех зависимостей старайтесь избавляться. Хотя бы для начала их замечать. Так, давайте еще одну карту посмотрим. Пятерка мечей. Пятерка мечей – это карта, которая говорит о том, что вы, может быть, будете участвовать как в каком-то сражении в личных взаимоотношениях, при том, что даже выйдете победителем в этом сражении. Однако вы будете думать, а стоила ли игра вообще свеч. Потому что результат, который вы получите, он может быть не таким, каким вы ожидали, не таким, каким вы хотели. Вы можете потерять каких-то людей, которые были вам дороги, или потерять просто их расположение к себе, потерять хорошие взаимоотношения. Поэтому эта карта рекомендует, во-первых, успокоиться. Если есть какая-то ситуация, которая вас беспокоит, прежде всего успокоиться, потому что эта карта, она переломная, она кризисная, как и все пятерки в колоде Таро. И вот успокоившись и подумав, не ссориться, может быть, не раздувать конфликт там, где можно как-то вот его обойти, потому что результатом вы можете быть недовольны. Вы можете просто понять, что ну не стоило это того, не стоило вообще
может быть, ссориться из-за этой ситуации, не стоило портить взаимоотношения, которые были. Поэтому ни в коем случае не поддавайтесь ни на какие искушения, попробуйте сохранить стабильность в личных взаимоотношениях. Это тоже вот может говорить о том, что будет какое-то искушение нарушить стабильность вот посредством того, что вы хотите показать свое «я», показать свою правоту. Просто подумайте, вы хотите быть правым или вы хотите быть счастливым, и сделайте обязательно вот выбор все-таки в пользу своего счастья, в пользу своего личного комфорта, вот, а не доказывая, кто прав, а кто нет. Так, давайте еще теперь, тельцы, посмотрим для вас совет на август. Карта Маг. Старший аркан, значит, совет этот очень важный для вас. Обязательно к нему прислушайтесь. И эта карта говорит о том, что абсолютно все в августе будет в ваших руках. Вот как вы повернете ситуацию, вот так эта ситуация и сложится. Обязательно помните, что у вас есть все ресурсы, абсолютно все, и ментальные, и материальные, и энергетические, для того, чтобы получить то, что вы хотите. Но для того, чтобы получить то, что вы хотите, очень важно знать свои желания. Очень важно поставить себе цель, к которой вы хотите дойти. Очень важно подумать вообще, чего вы хотите на самом деле. И вот поставить вот эту вот точку Б, в которую вы хотите прийти, из точки А, в которой вы находитесь сейчас. И вот благодаря тем ресурсам, которые у вас есть, благодаря той внутренней силе, которая у вас есть, идти по направлению к вот этой точке Б, которую вы себе наметили. Эта карта рекомендует сохранять спокойствие, сохранять уверенность в себе, обязательно помнить, что абсолютно все в ваших руках. Ну что же, дорогие мои тельцы, вот такой вот таро-прогноз для вас на август месяц. Я желаю вам, чтобы все, что вы хотите, обязательно исполнялось. И всего-всего вам доброго. Пока-пока.